Перед вами два кондиционера против выпадения волос и для роста сильных волос. Обещание одного из этих кондиционеров соответствует реальности, а вот обещание на другом – это полнейшая чушь. Догадываетесь, на котором? Если вы хоть раз гуглили шампунь против выпадения волос или кондиционер для роста волос, то вы не одиноки. Я тоже гуглила и тоже покупала. Просто потому, что нам всегда это обещают. Но что, если скажу, что все это не совсем правда? Давайте разбираться, как работает маркетинг в бьюти и что по этому поводу говорит наука. Меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Кудрявый космос». К делу. Шампунь против выпадения, кондиционер для роста волос – все это не пустые слова, это реальные поисковые запросы. Десятки тысяч людей ищут их каждый месяц. И у меня возникает вопрос, а есть ли у шампуня или у кондиционера реальная физическая возможность хоть как-то замедлить выпадение волос или повлиять на рост волос? Чтобы ответить на этот вопрос, я обращусь к Библии в науке о волосах, к золотому стандарту трихологической и косметической науки, к книге Кларенса Робинса про физические и химические взаимосвязи в человеческих волосах. Книга нам дает ответ на вопрос, что такое рост волос и что на это влияет. Рост волос – это сложный биологический процесс, который возникает в специальных структурах кожи, которые называются волосяными фолликулами. Рост волос цикличен и проходит 3 стадии. Стадию анагена, катагена и телогена. Стадия анагена самая длинная, это стадия активного роста волос, длится на несколько лет, в среднем от 2 до 6 лет, в зависимости от генетической предрасположенности человека. Здесь сразу же оговорочка, если вы видите человека с очень длинными волосами, значит, что у него есть такая генетическая предрасположенность, когда фаза анагена слишком длинная, длится она больше, чем 6 лет. Но это не означает, что это норма или что у всех так может быть. Следующая фаза – фаза катагена. Это такая переходная фаза, когда волос перестает расти, но еще не выпадает. Он готовится к выпадению и готовится к переходу к следующей фазе, к фазе телогена. Телоген – это фаза, когда волос готов выпасть, готов покинуть наш фолликул. Ну и на месте покинувшего фолликул волоса начинает пробиваться уже новый волос, и так повторяется эта вот цикличность, да, в росте волос. Анаген, катаген, телоген. И снова анаген, катаген, телоген. Что влияет на рост волос? И, как говорит наша волосяная Библия, первое – это, конечно же, генетика. Именно гены определяют форму, цвет, диаметр и длину волос. Второе – это гормоны. Причем гормоны могут как стимулировать рост новых волос, так и подавлять его. Третий фактор, который влияет на рост волос, это белки и каротин, то есть это строительный материал, из которого получается наш волос. Вырабатывается это все в фолликулах. И еще есть такие сигнальные молекулы, названия которых вы видите на экране. Они сигнализируют о том, что фолликулу пора выпускать новый волосок. То есть, если наш фолликул – это лампа, то вот эти сигнальные молекулы – это как рука, которую эта лампа включает и выключает. Зачем нам нужна вся эта информация? Теперь мы можем сделать вывод о том, как мы можем на самом деле влиять на рост волос. И первое, мы влияем на вот эти вот самые сигнальные молекулы. То есть мы следим за тем, чтобы они давали сигналы фолликулам, чтобы рост волос шел. И простимулировать таким образом их можно при помощи некоторых компонентов, как я поняла, это миноксидил и ряд пептидных комплексов. Что еще можем сделать? Поддерживать и проверять свой гормональный фон, чтобы гормоны наши были в порядке, да? Что еще можно сделать? Поддерживать питание фолликулов, потому что фолликулы строят волос из белков, из некоторых компонентов, например, железа, цинк, да? И если у нас дефициты, то, возможно, у нас будут проблемы с ростом или выпадением волос. Например, у меня часто бывает недостаток железа, и первый признак, по которому я реагирую на то, что у меня недостаток железа, то у меня начинают выпадать волосы сильнее. Ну, еще одно такое косвенное действие, которое может влиять на рост волос, это поддерживать кожу головы в здоровом состоянии, потому что именно там находятся наши фолликулы, и это как врата, что ли, для того, чтобы наш волос вышел наружу без каких-либо проблем.
И теперь вернемся к нашим баранам, кондиционерам и шампуням для роста волос или против выпадения волос. Мы с вами выяснили, что рост волос начинается глубоко в фолликулах, а кондиционеры мы наносим на длину наших волос, на, считай, мертвую структуру, клетки, которые не делятся, в них нет метаболизма, в них нет никаких транспортных и кровеносных сосудов, которые могли бы доставить условные питательные вещества к фолликулу волос. В общем, все, что мы наносим на длину волос, никак не может влиять на рост или выпадение волос. То есть бренды, либо их маркетологи, которые позиционируют кондиционер как кондиционер для роста волос, просто для роста волос или просто против выпадения волос. Ну, в общем-то, они делают какие-то неправильные вещи и несут нам абсолютную чушь, потому что кондиционер наносится на длину волос, вообще не соприкасается с кожей головы, либо на очень короткое время соприкасается до того, как мы это все смываем водой, и никак не может повлиять на рост волос и никак не может там уменьшить выпадение. Кондиционер может сделать волосы более блестящими, более гладкими, приятными на ощупь. Кондиционер может защитить волосы и защищает волосы от повреждений механических, например, при расчесывании. Отсюда и название на кондиционере «кондиционер для роста сильных волос». Это будет правильное название, к нему сложно придраться. Но кондиционер просто для роста волос или просто от выпадения – это полнейшая чушь. Пожалуйста, бренды, маркетологи, прекратите так делать. Хорошо, с кондиционерами все понятно. Давайте теперь про шампуни поговорим, ведь мы же их наносим на кожу головы. Возможно, они могут как-то влиять на рост волос. Шампунь, в первую очередь, это средство для очищения кожи головы. Мы очищаем кожу от остатков кожного сала, от остатков стайлинга, от какой-то грязи, то есть поддерживаем элементарную гигиену. Даже если в шампуне добавлены какие-то активные вещества, которые способны влиять на рост волос, то контакт шампуня с кожей головы очень незначителен по времени, очень короткий. И потом ко всему еще этому мы шампунь смываем все это с кожи головы. То есть все эти активы, которые в шампунь добавлены, не успевают даже подействовать теоретически. Тем не менее, есть лечебные шампуни, например, с противогрибковыми компонентами, да, которые нужны для лечения перхоти, сибарейного дерматита, и которые поддерживают кожу головы в здоровом состоянии. И таким образом вот такие шампуни, да, лечебные, они могут как-то косвенно повлиять на рост волос, потому что они просто поддерживают в здоровом состоянии кожу головы. В общем, вывод такой по шампуням, что шампунь создает благоприятную, здоровую среду для роста волос. Важно подбирать шампунь правильно под свой тип кожи головы, чтобы всегда держать этот баланс, да, чтобы делать кожу здоровой. Например, если у вас сухая кожа головы, то вам нужны шампуни более мягкие, которые не оставляют сухости, да, и шелушения. Если у вас жирная кожа головы, то вам нужны, наоборот, более очищающие шампуни, возможно, даже шампуни с противогрибковыми компонентами. Тогда вот ваша кожа будет поддерживаться в здоровом состоянии, ваш микробиом также будет, в общем-то, здоровым. В защиту маркетологов хочу сказать, что они ведь не с неба берут все эти обещания на баночках с кондиционерами и шампунями. Они анализируют наши с вами запросы. Они видят что-нибудь там, вот шампунь против выпадения, и лепят это на банку с шампунем, в общем, как-то за уши притягивая объяснение этому факту, да. И так рождается этот замкнутый круг. Мы ищем, бренд такой, ага, пишет свои обещания, мы такие смотрим, ого, беру, покупаю, и потом снова мы это ищем, и вот так вот по кругу. Откуда ноги растут, я не знаю. Другой вопрос, почему мы в это верим? Наверное, потому что мы хотим каких-то быстрых решений, и нам просто так удобно, так работает психология человека. Вот ты видишь шампунь против выпадения, и ты такой, о, у меня выпадают волосы, это же самое простое, что можно сделать, купить шампунь против выпадения за 5 евро, за 25 или, не дай бог, за 50 евро. Что же со всем этим делать? Разбираться и кооперироваться. Нам с вами меньше гуглить вот таких вот запросов, маркетологам и брендам адекватно подходить к вашим обещаниям.
Особенно это касается брендов-гигантов. Что я делаю как бьюти-блогер? Я стараюсь глубже изучать, стараюсь проводить свои собственные ресерчи. Естественно, я опираюсь на какие-то выводы врачей-трихологов, я опираюсь на выводы косметических химиков, потому что, конечно же, моей базы знаний мне не хватает, чтобы копать очень глубоко, естественно. И уже перерабатывая всю эту информацию, укладывая это в своей голове, я стараюсь ее рассказать вам, передать вам, чтобы это распространилось тоже как можно на большую, как можно аудиторию, и чтобы наконец-таки мы все вместе достучались до брендов. Напишите в комментариях, какие маркетинговые уловки вас либо больше всего триггерят, либо вам непонятны, либо вы в это верите и хотите узнать, правда ли это, или насколько это правда, то, что обещает вам тот или иной бьюти-продукт. Но у меня на сегодня все. Живите долго. Пока.